Дорогие друзья, в очередной раз хочу вам открыть глаза, которые у вас очень сильно закрыты. Просто вставлять спички туда, и чтобы вы смотрели в оба. Мы часто читаем о великом деянии сажания дубов. Друзья мои, вы вообще в курсе того, что сажая дубы, вы приближаете свою смерть? Орешник и дуб считались священными деревьями. Они должны были расти сами. Нельзя сажать орешник и дуб. Это опасно. Это деревья, которые сами выходят. Это деревья, которых называли проводниками в магии, которых считали и наделяли живой энергией. Осина – это другой вопрос. Осина сюда не относится, хотя осину тоже трогать не очень рекомендуется. Я помню в детстве, когда мы, играясь, посадили орешник, орех посадили, потому что мы хотели посадить орешник. И дома рассказали, у меня бабушка очень сильно поругала, пошла со мной лопатой, перекопала это и посадила сама, потому что сказала, что сажать орешник – это к смерти. Через полгода ее не стало. Это мамина бабушка. Она знала, что это опасно, но она знала, что у нее последние, идут, можно сказать, месяцы жизни, и не побоялась это сделать. Вы сажаете дуб, дуб имеет очень длинные корни. Если дуб посадить возле дома, через некоторое время дуб просто перевернет дом, лет через 20. Потому что, войдя под фундамент дома, он практически поднимает дом. Понимаете? Это раз. Дуб никогда не сажали возле дома и не ближе, чем за 500 метров от дома сажали дуб. Если он выходил, то есть вот если сажал кто-то. Потому что дуб, чтобы сажать, нужно было иметь определенное посвящение в древние времена. Нужно было иметь разрешение, как сейчас, например, делать ритуал, надо иметь разрешение этих сил, да, и силу. Точно так же сажать орешник и дуб могли определенные люди. Для всех остальных это было смертельно опасно. Если вам кажется, что сажая дуб, вы делаете доброе дело, я вас разочарую. Во-первых, дуб это дерево-вампир. Он убивает все остальные деревья, которые рядом находятся. Если вы видели, дуб всегда стоит один. Вокруг дуба огромная поляна. Дуб всегда стоит один. Возле дуба никакое дерево не растет. То есть дуб вычищает территорию, он съедает эти деревья. Если вы сажаете дуб на лесополосе, имейте в виду, что через некоторое время этот дуб, вырастая, уничтожит эту сосну, ель, и вот огромную территорию уничтожит и будет стоять один. Это во-первых. Во-вторых, сажая дуб, вы приносите своему роду зло, потому что вы сажаете дерево-вампир, который убивает живое вокруг себя. Вы приносите себе зло. Сажать дуб можно было только избранным людям. Сажать дуб каждому человеку нельзя. И вот эта проповедь о дубах мне просто уже так надоело. Я решила вам написать, то есть сказать, выразить свою мысль. Прежде чем делать такое, хотя бы, я не знаю, изучите историю дуба, изучите историю деревьев, изучите историю, ботаники, в конце концов, чтобы понять, можно это делать или нет. Почему нету дубовых лесов? Вот есть дуб, несколько дубов, да, в лесу растет, один там, чуть подальше еще другой, и они все создают вокруг себя поляны, потому что дуб – это дерево-вампир, он сжирает вокруг себя эти деревья, он не дает никому выживать. Еще раз повторяю, дуб имеет очень длинные корни. Если посадить возле жилого дома, через некоторое время он перевернет этот дом, потому что корни будут фундамент поднимать, что опасно. Поэтому особо не радуйтесь, что вы сажаете дубы. Сажая дубы, вы сокращаете свою жизнь, дорогие люди. Не стоит трогать сакральные деревья, не стоит трогать деревья, которые имели очень сильное значение и в магии, и в древнем культе. Нельзя этого делать. Армянский военачальник Вартан Мамиконян, когда уходил в поход против персов, прежде чем уйти, посадил дуб.
И ему очень хотели запретить, попросили этого не делать, но он сказал, что он чувствует, что он не вернется. Поэтому он сажает дуб и уходит. И этому дубу поклонялись, там ставили свечи, и в Армении есть этот дуб до сих пор. Он упал в 80-х годах, но вокруг него сделали ограду. И говорили, что те, которые касались этого дуба и шли на войну, возвращались живыми. Это правда, это факт. Факты есть и очень много. Какой-то священник даже начал вести летопись, сколько было вот за последние 50 лет таких случаев, когда человек, уходя в опасное место, возвращался живым, если касался этого дуба. У дуба есть сакральная сила. И точно так же, как магией каждому заниматься нельзя, дуб сажать каждому человеку нельзя. Человек, который посадил дуб, очень может быть, что сократил свою жизнь на очень-очень много лет. Задумайтесь над этим, дорогие друзья. Не нужно вестись на эту, знаете, как вам сказать, свистопляску. Плясать под дудку каждого. Кто что сказал, уши навесили, радостно бежим. Немножко о себе тоже подумайте, берегите свою жизнь. Не нужно все время касаться тех запретных тем, запретных вещей, которые вам не под силу, которые к вам отношения не имеют и вас не касаются. Дубы вырастут и без вас. Орешник и дуб – это сакральные деревья. Сажая их, человек сокращает свою жизнь. Он отдает часть своей силы этому дереву. То есть он забирает вашу жизненную силу для того, чтобы самому вырастить. Понимаете? А насколько заберет, это большой вопрос. Может оставить вам год жизни, может оставить 15 лет жизни всего лишь. Всего доброго.